как говорится, еще походит. Водительская нижняя убита. Всем привет, друзья! Это новое видео про Весту. Сегодня я расскажу вам о второй поломке, которая с ней случилась. К сожалению, ничто не вечно. И Веста сломалась у меня второй раз, представляете? А что же стало? У меня загремела подвеска. Скорее всего, с вероятностью 95, наверное, или 9% разбила стойки стабилизатора. Что, в принципе, и подтвердили в автосервисе, то есть стойки стабилизатора надо менять. Но почему же, вы скажете, почему же я не обращусь по гарантии? Дело в том, что дилерский центр от меня довольно далеко, и стоимость запчастей, грубо говоря, приравнивается к стоимости бензина. И ехать туда особого смысла нет. К тому же я потеряю драгоценное время, потому что они еще могут отказать в гарантии, там посылать запросы на завод. Короче, я могу скататься, грубо говоря, даром. Вот. И чтобы этого избежать, мы просто заменим наши детальки самостоятельно. Ну и проведем еще свое небольшое дополнительное ТО. Будет интересно? Поехали. Сама стойка у нас будет вот такая. Вроде бы оригинал для Весты. Гарантия 3 года. Либо 50 тысяч пробега. Вот такой у нее силиконовый пыльник. Две гайки. Стопорная. И здесь видите с этим. С пластмасской. С фиксатором. Вот. Фирма Trek. Ни в коем случае не реклама. Просто посмотрим. Кстати, стоит 590 рублей за штучку. Вроде как хвалят, не знаю, посмотрим, сколько она проездит. Ну и, ребят, все мы знаем проблему, что заводские колодки стачивают тормозные диски очень быстро. Поэтому я решил их тоже поменять спереди. Поставим мы вот такую фирму Кедр. Вроде как на Весту подходит. Почему Кедр? Ну, опять же, просто потому что особо выбора никакого нет в магазине, поэтому взяли Кедр. Ну вот видите, написано Largus, Renault, Nissan. Не знаю даже подойдут или нет, но посмотрим. АвтоВАЗ остается верен себе. По центру фиксатор Торекс 27, а снаружи гайка на 16. Ну вот она, кстати, держит этот. Видите, она положение свое держит. Другая сторона. Кстати, резинка так и была замята. Ага. Вот эта сторона разбита. Даже с помятой резинкой она практически не сопротивляется. Видно, что она куда-то завернута. Уже в предыдущем ролике я вам рассказывал, что у меня по гарантии поменен вот этот стабилизатор с новыми напаянными втулками. Так что вот это товарищи, возможно мне так на ТО завернули. Видите, как собрала резинку. То есть в магазине человек сказал, что надо на Весту кросс, а ему дали на Весту и сказали, подойдет ли на кросс, они не знают. Вот, но я сказал, бери, вроде бы как все то же самое. Ну, вот так, ребята, она встала. Никаких проблем с установкой не было. Здесь, кстати, гайка на 17. А что же далее? Далее я буду выкручивать вот здесь направляйки из нашего суппорта. На белой Весте я поджимал вот эти вот пружинки туда к диску, чтобы, ну, типа, чтобы он не гремел. А здесь я этого делать не буду, потому что вроде как по самостоятельной моей диагностике я сделал вывод, что суппорт у меня именно не стучит. И вот эти жестянки я подгибать не буду. Но чтобы направляйки подольше у нас не разбило, я сделаю то же самое, что и сделал на белой своей Весте. Я сюда набью смазки побольше, потому что там ее, ну, очень мало, мягко говоря. Кстати, если у вас что-нибудь есть типа пинцета, рекомендую пережать вот здесь шланг, чтобы в случае чего там не попал воздух и
у вас не началась канитель по прокачке тормозов. Ну вот, ребят, если вам видно, толщина у меня диска 21,2 где-то вот так вот. Если по всем шкалам смотреть. Если не ошибаюсь, стоковый диск 22, да, вот видите. То есть заводской не изношенный, он 22. Вот. Что же далее я обнаружил? Смотрите. Когда я достал направляйку, я увидел вот здесь такую манжетку. Это часть резинки. На белой Весте такого не было. И вот почему эти суппорта не стучат. Вот видите, эта манжета заходит туда, прямо во втулочку. И так аккуратно там одевается. И поэтому она не стучит. А в интернете по доработкам люди вот здесь канавки протачивают на токарке, видимо. И одевают себе сюда некие резинки, чтобы эта штука вот там не дребезжала. Вот. Ну и смазки, в принципе, здесь не знаю, много или немного, но вроде как она жиденькая и не очень ее много. По-моему, видите, она серая, по-моему, это графитовая. Ну, либо это уже следы износа. Вот. Ну, раз уж мы сюда залезли, смазку я все равно обновлю. Натолкаю туда красной мази, скажем так. Ну и вот, ребят, штатные накладки, колодки на передние тормоза Весты Кросс. Пробег 17 тысяч примерно с половиной, точно не смотрел. Здесь, кстати, на обратной стороне какая-то наклепка есть, похожая из какого-то такого материала, ну, который типа гасит шум от этих колодок, что ли, возможно, да. На кедрах, кстати, ничего нет. Вот. Но поскольку они новые, пока я сюда наклеивать ничего не буду. Покатаюсь, наверное, так пока. И посмотрим по ощущениям, будет что-то стучать, не будет. Посмотрим. Ну и что хотел вам еще показать. Смотрите, какой износ. Вот заводская толщина. Вот изношенные. Износ со стороны цилиндрика, вот с этой стороны, на мой взгляд, чуть-чуть больше вот здесь вот. То есть получается, цилиндрик медленно отходит и, скорее всего, колодку начинает подзакусывать, подстирать. Вот. Посмотрим, как покажут себя кедры. Их состав мне неизвестен. О, еще обратил внимание, смотрите, площадь. Тут такая усеченная конусом. А тут она полностью. То есть в теории, несмотря на то, что эти колодки должны быть более износостойкие, они должны тормозить лучше. Здесь я смазку набил уже. Сейчас, значит, набьем во вторую. Ставлю колодки, собираю и показываю конечный результат. Ну и все, ребят, все без проблем встало. Вот поршенек еще отжат. Надеюсь, перекатаются быстро. Здесь я использовал для фиксации ключ на 15 вот здесь. И для установки ключ на 13. Очень удобно, что вот этими двумя болтиками снимаются полностью тормоза. С одной стороны, это вроде бы как хорошо. То есть в плане ремонта, пригодности, да, быстренько все это снять. Они там не закипают, ничего. Все хорошо разбирается. В этом, конечно, лягушатники молодцы. 1 hour later. Ну и вот, друзья, все наши запчасти. Чуть что хотел бы прокомментировать. Износ колодок, в принципе, как мне показалось, одинаковый. То есть, что правая сторона, что левая, жрет одинаково. Конечно же, я нашел то, что у нас гремело. Вот это уже уставшая, можно сказать, да? Ну, это первая, вот, которая была с правой стороны. А теперь, внимание, со стороны водительской. Это верхняя. Тоже она уже не держит крайнее положение. А вот это нижняя.
Видали, да? Короче, оно вообще в мясо там. Оно аж прямо вот. Слышите, да? Звук издает прямо в руках уже. А далее, друзья, у нас будет небольшой тест-драйв по поводу вот этих вот фирм. То есть я покатаюсь на Весте немного и посмотрим. Конечно, я не буду ждать, пока умрут стойки, это будет слишком долго. Просто покатаюсь, расскажу, исчезли стуки, звуки. И расскажу, как тормозят вот эти колодки от фирмы Кедр. Ну а как тормозят штатные, думаю, вы все и так знаете. Вообще, ребят, очень много материала у меня уже отснято. Некогда редактировать. Очень-очень мало времени свободного. В частности, у нас будет видео о новой мультимедии и каркасные чехлы. Очень классные, очень крутые. Я купил. Довольно дорогие. Ждите эти видео обязательно. Будет очень интересно. A few moments later. Вот, ребят, слышите эту симфонию, да? Вот так работает штатная подвеска. Не только Весты Кросс, но и Весты. То есть у нее бахают стойки. И многие отрицают это. Не знаю, может потому что не хотят автомобиль засирать, но я-то этого не отрицаю. То есть у нее реально подвеска шумная, вот в плане стоек именно. Чтобы этот грохот, баканье эти убрать, нужно менять стойки полностью. Скорее всего, в будущем я, конечно же, это сделаю. Так что, ну, я не отрицаю факт бахания хотя бы. Вот, друзья, катаюсь на новых детальках. В общем, не знаю, возможно, эффект плацебо какую-то роль играет. Но в целом, даже как-то мягче автомобиль поехал, что ли, не знаю, как это передать. Ну вот как-то так вот. Тормоза отличные, вообще со стоковыми разницы никакой я не заметил. Так что могу только рекомендовать, в принципе. А как это будет дальше, покажет время. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Какие выяснились недостатки? Короче, колодки Кедр передние, тормозные, они начали издавать скрипы. Первые скрипы появились при движении автомобиля назад, замечено было, а потом и в течение дня, вот сколько там, 500 километров я проехал, они стали скрипеть при каждом нажатии на педаль тормоза. Честно, это стало подбешивать. Так что не советую я вам все-таки колодки Кедр. После небольшой эксплуатации выяснилось, что они, ну, как минимум скрипят. То есть, если заводские еле диск, ну, хотя бы не скрипели, то эти, как диски едят, пока неизвестно. Но скрип этот, как у старого УАЗика, короче, ну, такой себе. Я не любитель, короче, я, наверное, от них избавлюсь все-таки, от этих колодок. А пока я вернусь, скорее всего, на заводские. А эти, ну, брошу куда-нибудь, пускай валяются, на всякий случай.